Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони, зустріч зі сталкерами, легендарну станцію Дуга та ракетний дивізіон Волхів. Сьогодні ми прямуємо на третю чергу будівництва Чорнобильської атомної електростанції – острів коло серця зони. Друзья, доброе утро. Мы сегодня находимся на третьей очереди строительства Чернобыльской атомной электростанции, территории ЧАЭС, которые ныне не действующие, и интерес представляет лишь среди сталкеров и легальных туристов. В общем, в планах подняться на крышу конструкции недостроенного 5-го энергоблока и показать вам виды на окрестности. Кстати, вот за деревьями показалось монструозное сооружение, градирня, которое было предназначено для охлаждения воды, водоема прудоохладителя Чернобыльской атомной электростанции. То есть сюда мы сегодня тоже заглянем на обратной дороге. Штука реально громадная. На видео, возможно, покажется, что она маленькая, но на самом деле высота ее около 150 метров. Это как Чернобыльская дуга. Знаєте, є у нас на землі місця, які на перший погляд здаються страшними. Але трохи згодом страх та тривога зникають і тебе переносить у якийсь неймовірний спокій. У Чорнобилі третя черга саме таке місце. Її ще звуть островом через характерне розташування. Третя черга ЧАЕС – це наполовину покинута та недіюча територія будівництва атомної станції, на якій знаходяться 5-й та 6-й енергоблоки. Різні споруди, призначені для переробки відходів з цих самих енергоблоків, а також 2 баштові градирні, призначені для охолодження води у ставку-охолоджувачі. Весь путь до энергоблока лежит по вот такой вот колее. То есть нам сейчас нужно пройти около 800 метров, и мы окажемся перед зданием 5-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Трішки історії. Комплекс атомної станції поблизу міста Прип'ять складається з 4 енергоблоків. Це колись діючі блоки, які генерували електроенергію. Будівництво Чорнобильської АЕС почали у 70-му, а перший блок було запущено у 77-му. До 86-го їх вже діяло 4. 4-й, до речі, той самий, що вибухне 26 квітня 86-го. А поки у 81-му розпочинаються будівельно-монтажні роботи 5-го енергоблоку. Все йде настільки швидко та динамічно, що за 2 роки у 83-му починається будівництво 6-го блоку. Риються котловани для підведення комунікацій. До цього моменту ЧАЕС стає найпотужнішою атомною станцією у Європі. У 86-му році планується запуск 5-го енергоблоку, і здається все чудово. Але у квітні вибухнув 4-й блок, і починається масштабна робота по ліквідації аварії на ЧАЕС. Ясна річ, що про будівництво 5-го блоку довелось забути, адже це місце було навстіж пронизане радіонуклідами.
Потім енергоблок законсервували, для цього конструкцію обшили ось такими червоними листами. Це мало допомогти, щоб всередину не потрапили радіонукліди. Але з будівництвом не зрослось. І у 2000 році Чорнобильську АЕС зовсім закрили. Сьогодні конструкції блоків активно пиляють на металобрухт. Впереди уже показалась труба первой очереди Чернобыльской атомной электростанции. В прошлый раз третью очередь я вам показал очень спешно и в кратком порядке. Сейчас же это что-то вроде расширенного путешествия в рамках проекта «Путеводитель по Чернобылю», где мы лазим по разных местах зоны. Я показываю их вам. В той стороне площадка товарно-материальных ценностей. Это действующий объект, откуда нас могут запалить. Кстати, идет разветвление путей. Вот этот путь уходит как раз на эту площадку. А нам стоит пройти прямо. В той вот стороне виднеется труба от котельной номер 13, который обслуживает персонал Чернобыльской атомной электростанции. Это действующий объект. Кстати, за деревьями потихоньку появляется объект укрытия номер 2 4-го энергоблока Чернобыльской атомной. На территории ЧАЭС очень много на территории третьей очереди Чернобыльской атомной электростанции разбросано очень много стройматериалов. Вот, например, с этой стороны можно увидеть трубы. Видимо, они были предназначены для строительства какого-нибудь здания и узлов как бы этого здания. Тут вот неподалеку расположен кран и сам энергоблок уже в метрах 500 отсюда. Пс-пс. Вот, кстати, вагон чуешь? Алло, там вагон. О. Может, увидел? Так, а теперь сейчас. Недостроенное хранилище жидких и твердых отходов. В этом здании, я читал,
находятся какие-то предметы, которые фонят под 5000 по бете. Поэтому, будучи на третьей очереди, ребят, соблюдайте нормы радиационной безопасности. Так, чувак, стоп. Пс. Сюда. Вот и показался реактор номер 5. Смотри. Сюда наверх. Ребят, мы находимся внутри 5-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. И наверх. Типа то. Сама ж будівля, де мав бути реактор, сьогодні вкрай аварійна і дуже небезпечна для туриста, який наважиться увійти всередину. Тут дуже багато дірок на підлозі, упавши в які все може обернутися плачевно. На додаток, місцями тут вкрай темно. ЧАЕС – це справжній лабіринт, де можна легко заблукати, а потім довго шукати вихід, як це було у нас. Сейчас мы попытаемся найти выход. Чувак, ты так стоишь на тему, не можешь. Куда? Ты хочешь сказать, что реактор? Тримай. Бежай. Что? Ебаться голос. Так, сейчас припомню. Вроде налево. Друзья, тут очень нужно смотреть внимательно под ноги, потому что можно улететь метров на 15, а то и 20.
посвітити не можеш. Друзья, к вашему вниманию видно на вторую очередь Чернобыльской атомной электростанции. Арка, которая надвинула 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Далее за 4-м и 3-м идут 2-й и 1-й энергоблоки и новый мурал на ЧАЭС. Рука держит атом на фоне лошадей Пржевальского. Вот это вот котлован недостроенного и даже еще не начатого в строительстве 6-го энергоблока. Энергоблока что? Энергоблок. А, ой. Я посвітити не можу. Світи, не наклейка. Я не наклейку можу. Пацаны, не досьовую. Так сейчас я тебе наклейку посвечу на наклейку. Видно даже Припять чуть-чуть. Вдали виднеется комплекс РЛС «Дуга». Буквально ведь недавно мы там были. Сейчас находимся на 3-й очереди строительства ЧАЭС. Если честно, залаз тут очень стрёмный. Что я бы вам хотел еще показать по 3-й очереди? Это градирни. Одна из них готова была на 30%, вторая, скорее всего, на 80%, ну или 70%, судя по лесам на верхотуре. Здесь еще на 3-й очереди расположился действующий объект под названием «Площадка товарно-материальных ценностей». На этом объекте хранятся, насколько я понимаю, автомобили и вроде бы как трактора. Ну и вот какие-то контейнеры я нашел. То есть вот это вот и есть эти товарно-материальные ценности. В той стороне на островке появился комплекс Хоят, хранилище отработанного ядерного топлива. А вот, кстати, парни не были ни разу на 3-й очереди, вот поэтому они полезли на самую-самую вершину, вот туда. Тут подняться оставалось буквально 2 яруса, метров, наверное, 15. Что касается пруда охладителя, то он очень сильно отмелел. Вот эти вот островки из деревьев, это и был когда-то пруд-охладитель. На территории 3-й очереди находится вот такой вот вагон. Мы решили заглянуть и посмотреть, что здесь в нем находится интересного.
Не тудою. Це було надто громко. Вау. Ребят, мы нашли, можно сказать, сохранившийся вагон в зоне отчуждения. Это, если честно, это большая редкость. Вот здесь нормальный сохран. Ого. Может еще что-то в пакетиках. А то что-то типа я видел, тут и принимали. Диму и Краусана. Так, ребят, это что-то связанное с будкой охраны. То есть мы по неволе зашли, наверное, в пост. Ну вот такой вот вагон. Это обычный вагон. Ну, это, короче, рабочий поезд. Ну что, пока что мы успешно покинули пределы 5-го энергоблока. И наш путь продолжается на градирню, которая находится вот за этими деревьями. Как я уже упомянул, высота ее около 150 метров. Но лезть на нее это абсурд, так как вот эти вот леса, которые находятся наверху, они все из дерева. И за ни многим ни мало 3 десятка лет конструкции уже хорошенько так прогнили, и все это находится в аварийном состоянии. Слушай, Руфс, у тебя есть дозиметр? Нашли вот на 3-й очереди череп то ли оленя, то ли не знаю, что это за животное. Ну, в общем, посмотрим, сколько оно фонит. А ты еще сними крышку, и это будет вообще капец, наверное. 274. Вань, сними крышку. А зубы? Зубы может быть еще больше. Я думаю, тут за счет того, что общий фон, они типа смешалось. 450. Ваня, блядь, сними крышку. Я думаю, это аккурат. 596. А, возле градирни Меликов, там 2 или 3. А зубы? $569. Ура, хотя бы нормальный фон. Ага. Норма. При норме это летит. Ну что ж. Мы все ближе и ближе к этому монструозному сооружению. Наверное, в метрах 100 от него. Ця баштова градирня призначена для охолодження води, що йде технічними каналами від атомної станції. Говорячи простою мовою, вода надходить трубами, де форсунками розбризгується нагору. І за рахунок потужного потоку вітру, що надходить знизу, вода охолоджується у польоті. Пізніше вона потрапляє у спеціальний басейн і відкачується назад у ставок-охолоджувач. Більш детально про роботу цієї монструозної конструкції вам розповість блогер Андрій МШ. Посилання на його відео
у описі, і зараз воно з'явиться десь у підказці. Ця градирня, яку ви зараз бачите на екрані, була добудована приблизно на 70%. Залишалося добудувати верхівку та встановити форсунки для розбризкування води. Другу ж баштову градирню встигли збудувати лише на 30%, але навіть у недобудованому вигляді ця споруда справді вражає. Висота вежі приблизно 150 метрів, що можна порівняти з висотою станції Дуга. Ой. Я многое видел в зоне, тоже дугу, но этот объект меня еще более впечатлил. Значит, как работала градирня? Точнее, ее принцип работы, так как вот это вот сооружение даже не было введено в эксплуатацию. Значит, на каждых 4 вот таких вот блоках есть типа как стержни, то бишь трубочка. Она выпрыскивает воду вверх, та в свою очередь опускается вниз, и под потоком мощной струи ветра, она охлаждается, собирается тут в резервуары и откачивается обратно, типа вот через такую трубу в пруд-охладитель. Вот, наверное, правильно я понял принцип действия. Вот трубы, и они поднимали мощной струей воду вверх. Кстати, зацените эхо. А вот и недостроенная градирня, которая готова на 30%. Человек смотрит на последствия Чернобыльской катастрофы. Ну что, вернулись мы с энергоблока из градирни. Сейчас находимся в сталкерской комнате в экспериментальной лаборатории рыб. Готовим себе кушать. Сегодня у меня, наверное, будет гречка. Парни отдыхают. Вот так вот все это дело выглядит. Прям безобразие. Все из рюкзака почти выпотрошил. И сейчас покажу вам окрестности этой локации. Значит, напомню, это експериментальна лабораторія риб. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!